Всем привет! Сегодня готовим очень вкусный, хрустящий, фигурный хворост, а также хворост в форме хризантемы. Это печенье по-настоящему любимое многими с детства. Сделать дома такой хворост очень легко, а выглядит он как очень нарядный праздничный десерт. Я сейчас разломаю хворост, чтобы вы посмотрели, какой он хрустящий. Вы слышите? Как здорово! И он очень вкусный, замечательный. Посмотрите, какая спираль получается. И точно такая же красивая хризантема. Приготовим тесто для хвороста. И для этого мне понадобится 215 грамм муки. Муки может уйти чуть больше или чуть меньше. Это зависит от размера яиц. Мне понадобится 2 яйца целых и 2 желтка. 30 грамм сахара, щепотка соли и 1 столовая ложка уксуса. У меня уксус рисовый 5%. В миску я добавляю 2 целых яйца и у 2 яиц я отделяю желток, добавляю 2 желтка. Добавляю к яйцам соль, сахар и уксус. Все хорошо перемешиваю венчиком. В другую миску просеиваю муку. Делаю в муке углубление и вливаю сюда яичную смесь. И начинаю замешивать мягкое тесто. Тесто я собрала вот в такой один ком. Тесто у меня еще достаточно липкое, но я перехожу к замешиванию теста на столе. Стол подпыляю мукой и достаю сюда тесто. Теперь хорошо тесто вымешу на столе. Тесто не должно прилипать ни к столу, ни к рукам. Как видите, я добавила еще муку, так как тесто у меня еще достаточно липкое. Но не забивайте при этом тесто мукой. Обязательно надо хорошо вымесить тесто, иначе потом при раскатке тесто будет рваться. Посмотрите, я замесила вот такое нежное, мягкое тесто. Оно вот такое получается очень мягкое. Вместе с тем оно не пристает ни к столу, ни к рукам. Как я уже сказала, в тесто я добавила примерно грамм 20 муки. Вы смотрите, конечно, по своей муке, сколько вам понадобится. Тесто округляю в шар. Беру миску, слегка притрушу мукой и выкладываю тесто в миску. Закрываю тесто пищевой пленкой и оставляю его отдохнуть примерно на 30 минут. Тесто должно обязательно хорошо отдохнуть. У меня прошло примерно полчаса. Тесто очень хорошо отдохнуло. И сейчас мы можем его раскатать в очень тонкие пласты. Тесто я разделю на 2 части. Делю тесто пополам. Одну часть теста я откладываю в сторону, подпыляю стол мукой и накрываю тесто полотенцем, чтобы оно не заветривалось. А вторую часть теста я сейчас буду раскатывать в очень тонкий прямоугольный пласт. Стараемся раскатать тесто в тонкий прямоугольный пласт, длинный такой прямоугольный пласт. Ширина примерно у меня будет около 30-31 сантиметр. Но, конечно, это все зависит от того, какого размера вы хотите сделать хворост. Возможно, делайте чуть меньше. Главное раскатать потоньше тесто, тогда хворост
будет очень вкусный. И не забывайте подпылять стол мукой, и сверху тесто тоже подпыляйте мукой, чтобы нигде ничего не пристало. Я раскатала тесто вот в такой большой прямоугольный пласт. Посмотрите, тесто у меня очень тонкое, оно все просвечивается. Я специально старалась его сделать как можно тоньше. И сейчас тесто я перенесу на силиконовый коврик. У меня там очень удобная разметка, чтобы нарезать полоски. Но вы можете этого не делать, а просто при помощи сантиметра или линейки отрезать ровные части. Я взяла, вот у меня есть такая длинная шпажка от гриля. Я буду ею пользоваться как линейкой. И сейчас я отрежу вот неровный край. Но край я отрежу довольно толстый, так как из этого края я потом сделаю хворост хризантемы. Вот из этого отложу его. А теперь буду резать полоски шириной примерно 4 сантиметра. Вот такие длинные полоски, тонкие. И их я выкладываю на полотенце, чтобы они не приставали к столу. Очень удобно выложить на полотенце и полотенцем же сверху накрыть, чтобы полоски теста не подсыхали. И так я нарезаю весь кусочек теста на такие полосочки. Как видите, режу я вот таким фигурным ножом. И хворост у меня получится очень красивый, фигурный. Но можно и нарезать просто обычным ножом. Нарезанные таким образом полосочки теста я закрываю сверху также полотенцем, чтобы тесто не подсыхало. И покажу, как сделать цветок хризантемы. Я беру оставшийся кусочек теста, краешек, немножечко его припыляю мукой, чтобы слои потом не соединились внутри. И скручиваю его вот так. Вот такой полосочкой. Скручиваю. Этот толстый краешек я отрежу. И теперь очень тонко режу вот такой соломкой. Вот из этого кусочка у меня получится примерно 2 цветка. Я разделю на 2 кучки. Теперь мне понадобится вот такие китайские палочки. И я беру посередине, здесь поправлю, и соединяю палочки плотно. Вот таким образом. Соединила и придавила в центре слегка. Вот видите, получается вот такой цветок хризантемы, который затем вот здесь вот в серединку прижмите, чтобы все тесто хорошо соединилось. Также будем обжаривать в масле. И точно так же я соединю и вот эти полосочки. Соединяю по центру плотно и надавливаю в середине. Получается вот такой цветок. Немножко пошевелим, чтобы раскрылись вот эти вот лепестки. Вот таким образом. Сделаю еще один вот из остатков теста. Вот такие интересные цветы хризантемы у меня получились. И я их сейчас также отправлю под полотенце. И точно таким же способом я раскатываю второй кусочек теста. И точно так же нарезаю его на полоски. И делаю хризантемы. Я нарезала на полоски уже все тесто. А также сделала вот такие
цветочки хризантемы. И теперь остается хворост только пожарить. Жарить хворост я буду вот в таком сотейнике, так как мне понадобится именно высокая кастрюлька такая, чтобы хворост весь обжаривался сразу. Наливаю масло и хорошо его нагреваю. И для того, чтобы приготовить вот такой красивый хворост, мне понадобится одна китайская палочка и лопатка. На палочку я наматываю кусочек теста, прямо вот так вот накручиваю, делаю вот такую спираль. Вот таким образом беру кусочек теста, который я намотала на китайскую палочку, придерживаю хвостик лопаткой и опускаю в масло. И тут же начинаю крутить очень интенсивно и придерживаю при этом тесто лопаткой, чтобы оно не раскручивалось. Масло должно быть умеренно горячим, чтобы хворост не горел. И вынимаю. Все это занимает буквально несколько секунд. 20-30 секунд. И посмотрите, я снимаю готовый хворост на бумажное полотенце. Вот таким образом. И точно так же я сейчас жарю весь остальной хворост. Я покажу еще раз, как я готовлю. Опускаю в масло и обязательно хорошо придерживаю лопаткой, чтобы тесто не раскручивалось. И очень важный момент, когда вы достаете хворост. Обязательно доставать и вот так вот на лопатку поставить, подправить. Пока он горячий, хворост хорошо вот так собирается в кольцо. Посмотрите, какой он получился. Просто изумительный, видите? И, как я уже сказала, регулируйте обжарку. Вы можете сделать его вот таким светлым или чуть больше зажарить, как вам нравится. И сейчас обжарим вот хворост в виде хризантемы. Опускаю в масло. И вот так его пошевелим. Посмотрите, как сразу листики раскрываются. Главное, как я уже повторяю, еще раз, следите за температурой масла, чтобы вы знали, до какого состояния вы хотите обжарить ваш хворост. Посмотрите, получается вот такой симпатичный цветок. Все жарится просто моментально. Тесто очень тонкое, очень быстро. Обжарю еще один цветок хризантемы. Забрасываю в масло. И вот так его можно чуть-чуть придержать в масле, чтобы он не сразу всплывал. Вот таким образом. Видите, как красиво у него раскрываются лепестки. Пару секунд. И цветок готов. Вынимаем опять-таки на бумажное полотенце. Посмотрите, какой замечательный хворост у меня получился. У меня есть и зажаренный, и не зажаренный, так как любят в моей семье. Кто-то любит более зажаренный, кто-то менее. И посмотрите, какие красивые получились цветы. Сейчас хворост, как обычно, надо присыпать сахарной пудрой. Перекладываю весь хворост. Он такой хрустящий, классный получается. Вы видите, как великолепно смотрится этот хворост. Им можно украсить любой праздничный стол. Посыпаю хворост сахарной пудрой. У меня еще один такой маленький штрих. Здесь у меня ягоды клюквы сушеные, и я их выложу прямо в серединку каждого цветочка. Именно так украшают хворост в Китае. Выкладывают в середину хризантемы какие-нибудь сухие фрукты, ягоды. Я сейчас попробую хворост. Это вообще мое любимое печенье с детства. Какое хрустящее.
Печенье получилось такое хрустящее и вместе с тем очень нежное. Обязательно приготовьте такое вкусное печенье для ваших детей и близких. Я уверена, это печенье понравится всем. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Люда и Зикук Позитивная кухня, оставляйте ваши комментарии и, конечно, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Всем пока!